старину кулаками называли не всех зажиточных крестьян, обидное прозвище касалось в основном ростовщиков и перекупщиков. Словарь Даля, который вышел в середине XIX века, определял этот термин так. Скупец, скряга, жадомор, кремень, крепыш, перекупщик, переторговщик живет обманом, обчетом, обмером. Слово «кулачики» использовали и раньше, еще в 17 веке городские перекупщики разом выкупали у торговцев крестьян привезенные на рынок мясо, сено, дрова и другие товары, а потом продавали их с наценкой. В Боярском приговоре 1694 года о нечинении перекупа привозимых на рынки крестьянами припасов власти запретили такую скупку, чтобы торговым приезжим и московским жителям от тех скупщиков и кулачиков обиды и разорения отнюдь не было. В деревнях прозвище закрепилось за теми, кто разбогател на торговле и ростовщичестве. Кулаки обычно не работали в поле, они одалживали односельчанам зерно и деньги, давали в аренду лошадей для обработки земли, а взамен требовали весомую часть урожая. Такая расплата в конце зимы неизменно приводила к новым займам. Кулаки также закупали чужое зерно по заниженным ценам, а для работ на собственных землях нанимали дешевых батраков или своих же должников. Считалось, что эти люди держали деревню в кулаке, по одной из версий, поэтому их и стали называть кулаками. Согласно другой теории, прозвище «кулак» произошло от слов «куль», «кулек». Лингвист Алексей Соболевский предполагал, что в древнерусском языке этот термин обозначал что-то вроде мешка, кули или обвертки и был близок к выражению «денежный мешок». В художественной литературе одним из первых слово «кулак» употребил Николай Гоголь. В поэме «Мертвые души» Чичиков говорил о помещике Собакевича: «Родился ли ты уж так медведем, или омедведила тебя захолустная жизнь, хлебные посевы, возня с мужиками, и ты через них сделался то, что называют человек-кулак». В 20 веке этот термин подхватила советская пропаганда. В официальных документах встречались такие слова: призвать всех трудящихся, неимущих и не имеющих излишки крестьян, к немедленному объединению для беспощадной борьбы с кулаками. Сначала большевики разграничивали понятия кулак-ростовщик и зажиточный хозяин. Но после Октябрьской революции ситуация изменилась. В 1918 году власти объявили врагами народа всех владельцев хлеба, которые не привозили излишки зерна на специальные сыпные пункты. В это время государство потребовало от крестьян отдавать запасы по установленной цене. Многие выступали против этих мер. Тогда кулаками заклеймили не только ростовщиков и перекупщиков, но и тех, кто годами честно трудился на своей земле. Обращение Совета народных комиссаров к населению от 29 мая 1918 года призывало: почти все хлебные излишки у деревенских кулаков, хлеб надо взять силой у кулаков. В 1920-х годах новая экономическая политика дала передышку деревне, но уже с 1929 года гонения возобновились. Началась ускоренная коллективизация, власти вынуждали крестьян вступать в колхозы и отдавать им имущество. Одновременно с этим шло раскулачивание, у людей, признанных кулаками, отбирали землю, дома, скот и сбережения, а самих их переселяли в отдаленные районы. Самых неугодных, контрреволюционный кулацкий актив, ссылали в концлагеря или расстреливали. Точное число раскулаченных неизвестно, но исследователи предполагают, что этим репрессиям подверглось около 4 миллионов человек. Доктор исторических наук Виктор Шашков писал, что только под выселение попало 2 миллиона 700 тысяч человек. Раскулачивание было выгодно государству, оно обогатило колхозы и позволило бороться с противниками коллективизации, дало средства на быструю индустриализацию страны, а сами переселенцы превратились в дешевую рабочую силу на стройках первых пятилеток. Поэтому на страницах газет и в правительственных выступлениях постоянно шла пропаганда против кулачества. Это отразилось и в искусстве. На картинах и плакатах богатеи-эксплуататоры представали с безобразными гримасами хитрости, жадности и озлобленности.